Привет! Сегодня на обзоре новая модель Bodari, это Admiral GMT. Напомню, что Bodari это китайский производитель часов. У меня уже есть обзор другой модели, полевых часов Voyager. Я оставлю ссылку в подсказке сверху. Admiral это GMT часы. Это сразу видно благодаря наличию четвертой стрелки. Еще одной особенностью этой модели является титановый корпус и браслет, а также сапфировое стекло. А теперь давайте обо всем по порядку. По традиции начну с размеров. Диаметр корпуса без учета заводной головки 40 мм. Высота от ушка до ушка составляет 49 мм. Ширина между ушками 20 мм. Толщина 13 мм. Вес браслетом 117 грамм. Мне нравится, как часы смотрятся на моем небольшом запястье. Правда, форма задней крышки, толщина и форма ушек образуют небольшой просвет. Зато обеспечена небольшая вентиляция воздуха. Шутка. Внешние часы довольно приятные. Мне нравится контраст, создаваемый белым циферблатом и выразительными черными стрелками. Часовая стрелка довольно короткая в форме наконечника стрелы. Часовая, минутная и секундная стрелка окрашены в один и тот же черный цвет с белым светонакопительным составом посередине. И только дополнительная четвертая стрелка красного цвета очень красиво смотрятся накладные метки. Они имеют черную окантовку и немного возвышаются над циферблатом. Было бы здорово, чтобы и логотип был накладным. Это смотрелось бы интересно, на мой взгляд. Но и так неплохо. Надпись внизу красным GMT лишний раз указывает нам на эту особенность вместе с обозначением Automatic и уровнем водонепроницаемости в метрах и футах. Окошко с датой расположено на 4 часа. Оно маленькое и не имеет рамки. Благодаря белому цвету подложки диска с датой на фоне белого циферблата дата смотрится органично и не перетягивает на себя слишком много внимания. Безель у этих часов выполнен из алюминия и имеет сине-красную раскраску, так называемый Pepsi. Такое сочетание цветов можно было встретить, например, в Rolex GMT Master. Разметка на безеле соответствует 24 часам, где синий обозначает ночь, а красный – день. У меня впервые часы с таким безелем, и я, честно говоря, удивился, когда впервые попробовал его в действии. Этот безель имеет не 120, не 60, а 24 щелчка полного оборота, а также вращается в обоих направлениях. И это, безусловно, имеет смысл. В сутках 24 часа, и красная стрелка делает полный оборот за 24 часа. А вращая безель, можно совместить время с нужным часовым поясом. В часы установлено сапфировое стекло. Заявлено антибликовое покрытие. Блики все равно есть, но читаемость хорошая в большинстве случаев. Корпус изготовлен из титана и имеет брошированное покрытие всех плоскостей. Браслет также выполнен из титана. Имеет 5 элементов каждого звена, так называемый Jubilee. Звенья литые, браслет довольно подвижный, но имеет ровный срез граней, без фаски, что делает его края острыми. Застежка же сделана из нержавеющей стали. Титан придает легкости часам. Например, у меня есть другие часы с похожим механизмом, тоже укорочены под мое запястье, примерно такого же размера, но имеют браслет и корпус из нержавеющей стали. И в то время как Bodari весит 111 грамм, то эти Seiko 134 грамма.
Внутри Admiral GMT стоит механизм Seiko NH34 с 4 стрелками и датой. Есть стоп-секунда, ручной завод, быстрая смена даты, а также отдельная настройка от 24-часовой стрелки. Как видите, стрелка перемещается с шагом в половину деления, то есть 24 шага за полный оборот. Отдельного внимания достойна точность хода. Мои измерения в двух положениях показывают среднее суточное отклонение в пределах 2 секунд. Я думаю, что производитель дополнительно занимается калибровкой механизмов. Или это просто мне так повезло. Но я все-таки склоняюсь к первому варианту. Потому что паспортное отклонение суточного хода этих механизмов находится в диапазоне минус 20 плюс 40 секунд. Светонакопительный состав нанесен не только на все стрелки и на метки часов, но также и на разметки безеля. Причем светятся даже цифры на безеле. Состав люминофора указан производителем как японский люминова. Однако уже через 15 минут яркость заметно снижается, а через полчаса полностью тускнеет. Тут никаких чудес. Можно возразить, что это очередные часы из Китая, которые берут популярную модель, делают оммаж, ставят механизм Seiko и готово. И это так. Но видно, что Бодари пытаются выделиться из толпы других китайских производителей. Это видно, начиная уже с упаковки. Такие часы не стыдно дарить. Второе, что мне нравится у Бодари, что у них благозвучное название бренда. Иногда у китайских часов с этим бывают проблемы. Названия некоторых брендов звучат необычно. Сюда же я отнесу понятное название линеек. Они у Бодари есть и имеют смысл. Admiral GMT для часов с дополнительной 24-часовой стрелкой. Voyager для полевых часов. Sea Turtle для дайверов и так далее. Третье – это то, что Бодари пробуют использовать титан, и это у них неплохо получается. Например, исполнение часов в титановом корпусе от другого китайского производителя, Berny, мне не очень понравилось, если честно. В остальном, конечно, разных часов из Китая очень много, и при выборе просто смотрите на те параметры, которые важны лично вам. Вопрос вам, считаете ли вы Bodary Admiral GMT достойной альтернативой Seiko 5 GMT? Альтернатива или нет, но по моему мнению, Seiko стали слишком высоко задирать цены на свои часы. Ведь Seiko 5 считается модельным рядом начального уровня. Но с такими ценами задумаешься об альтернативах. К такому мнению я недавно пришел. Что думаете вы? Поделитесь вашим мнением в комментариях. Лично я для себя выбрал эти Admiral GMT в белом цвете. Также у них имеется модель в черном цвете. Но я так понял, что большинство часов, которые я покупал в последнее время, имеют черный циферблат. Поэтому я решил выбрать белый. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк. И на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.